Добрый день, дамы и господа. Сегодня будем тестировать кабели, купленные на AliExpress. И для сравнения мы будем сравнивать их с кабелем, купленным в Москве, и одним родным кабелем от компании Samsung, от телефона Galaxy S3. Я могу сказать следующее, что пропускная способность кабеля, его сопротивление зависит от длины и, скорее всего, от толщины проводников. В Москве продаются толстые кабели, но это толстая резина. Сами проводники, сами провода внутри, они, судя по всему, довольно тонкие. Сейчас у нас с вами подключен к пауэрбанку. Кабель родной от пауэрбанка, очень короткий, 25 сантиметров. Он показывает напряжение 1,12 ампера. Сначала мы сравним короткие кабели. Следующее я буду сравнивать кабель, который пришел мне с AliExpress. Его показатели. Нагрузка данного устройства, этого тестера, выключена на 0. Сейчас мы это увидим. Отключаю. Все, 0 ампер. Powerbank может выдавать до 2,4 ампера. Это Powerbank от компании Lenovo. Так, его модель MP1060. Помогать нам в этом будет зарядка AOK PAU35 и тестер с AliExpress, не помню как называется. Я думаю, все его видели. Так, это кабель VoxLink. Длина 25 сантиметров. Куплен на AliExpress. Подключаем. Ну, для сравнения с родным кабелем, вот с этим вот, от Powerbank, он уже выдает 2 ампера. 2,29. Это хороший показатель. Сама зарядка не поддерживает Quick Charge. Эта зарядка поддерживает 6 ампер максимальным током. Можно подключить 3 устройства по 2 ампера, либо на один USB будет выдавать 2,4 ампера. Powerbank потребляет в среднем до 2,5 ампер. То есть у меня здесь это самый прожорливый потребитель, потому что мои телефоны и планшеты потребляют 1,5 ампера, 1,67 максимум. Дальше мы будем тестировать, значит, кабель родной самсунговский. Его длина составляет 1 метр. Его показатели средние, сам он по себе тонкий. И я думаю, он не крепкий, потому что моя жена уже один из них порвала. Так, подключаем, смотрим, что получается. Получается его предел 600 миллиампер. Это очень мало. Таким током телефоны и планшеты будут заряжаться очень долго. Телефоны и планшеты можно заряжать токами, теми, которые они могут себя принять. То есть у них стоит контроллер заряда, который регулирует напряжение и силу тока. Вначале, пока батарея разряжена практически полностью, сила тока обычно достаточно высокая. К концу зарядки она уменьшается. Так, с чем мы теперь его сравним, значит? Это был у нас метровый кабель. Можно сравнить с метровым же кабелем с AliExpress. Мы видим, какая должна быть колоссальная разница. И это очень странно, потому что сами кабели на AliExpress продаются довольно тонкие. Получается, оплетка здесь похожа на шнурок или на паракорд, крепкая. Сами коннекторы очень узкие, маленькие, влезут в любое отверстие, в принципе, любой чехол и так далее. Бывает, сделают огромный негнущийся кабель, и вот его использовать совершенно неудобно. 1 метр кабель куплен на AliExpress, VoxLink, почти 2 ампера. Очень хороший показатель. Мне эти кабели действительно нравятся. Бывают кабели, конечно, чуточку получше. Но, во-первых, там цена другая. А во-вторых, большинство устройств не нужно, абсолютно не нужно, чтобы кабель проводил 2-3 ампера. Исключение нас составляют только пауэрбанки. Ага, вот здесь у нас есть кабель Ventium 1 метр. Вот он как раз дорогой, но насколько я помню, его параметры оставляют желать лучшего. То есть свою цену он не оправдывает. Гораздо проще и удобнее покупать VoxLink, который стоит в среднем 100 рублей. От 56 до 200. А вот вроде ничего.
Видите, он показывает 1,7 ампера. Хороший показатель. Но среди кабелей Венти он встречается кабели, которые показывают меньше показателей. А вот за Voxlink такого не водится. Voxlink показывает показатели постоянные. У меня много их кабелей. Так, вот, есть еще чудесный кабель 2-метровый. Куплен в Москве, толстый. Жена уже умудрилась порвать, я его починил, все наладил. Его показатели должны быть в районе ампера. Все-таки длина 2 метра. 860 миллиампер. 2-метровые кабели удобны, когда находишься на кровати, лежишь с телефоном, расслабляешься и нужно его зарядить. И тут варианта два. Либо использовать Powerbank, либо использовать длинный кабель. Так, есть кабель на 1 метр фирмы Basius. Хороший кабель, тонкий, гибкий, крепкий. Коннекторы тонкие. Вот этот коннектор тонюсенький. Очень хороший. Этот провод на microUSB должен показать хороший параметр. Но его цена достаточно высокая. 1,6 ампера. Basius. Вот кабель фирмы Voxlink. 50 сантиметров. Плотная нейлоновая оплетка. Коннекторы средних размеров. Так, что нам покажет Voxlink на 50 сантиметров? Угу. Почти 1,5 ампера. Сейчас немножечко разгонится. Так, это странно. Он могу показать и больше показателей. Ну-ка. Для сравнения сейчас посмотрим такой же черный. Вот интересно. Так, черненький. Потому что для 50 сантиметров ток бы ему выдавать 2 ампера без проблем. Так, сейчас глянем. Во! А черный на 50 сантиметров показывает 2 ампера. 2,28. Значит, и в Voxlink тоже качество бывает разное. Но так или иначе 1,6 ампера он выдаст. А этого нам более чем достаточно для наших задач. Таких как заряжание, зарядка телефона, зарядка планшета, зарядка пауэрбанка. Так, есть вот такой интересный метровый кабель. Коннекторы металлические. Форма разреза ромбовидная. Но он практически плоский. Весь в пленочке пришел. Так, сейчас попробуем его подключить. Yes. Его показатель 1 ампер 870 миллиампер. 1,87 ампера. Хороший показатель для плоского кабеля, поскольку он выглядит довольно тонким. Вот опять спрашивается, как в Москве умудряются выпускать длинные толстые кабели, абсолютно не пропускающие ток. То есть в Москве можно купить кабели, это 400 миллиампер, 600, 800, максимум ампер. В лучшем случае. И за это с нас еще и спросят рублей 400. Есть вот такие кабели для айфона. Айфон у меня сейчас с собой 5 или 6 нет. Я их тестировал. Это 1 ампер или 1,3 ампера. Тоже вполне себе хорошие. На последней прошивке работают. Не жалуются. Так, есть вот такой симпатичный кабель. Для меня это новинка. Не знаю, сотрутся ли эти красивые золотые поперечные такие палочки. Похож на змею чем-то. И судя по всему, потому что он здесь прошит
Это какая-то внешняя оболочка. Довольно крепкая. Но сгибается он неплохо. Он похож на шланг по ощущениям. Шланг. Забавно, да. Так. Подключаем его, смотрим результат. Метр длины, Voxlink. Оплетка такая бывает красная, зеленая, желтая. Много вариантов. Вот для примера. Желтая с зеленым красивая. Оранжевая. Так, метровый кабель Voxlink 1,78 ампер. Хороший показатель, можно использовать. Так, у нас есть здесь кабель Вентион 2 метра. Включаем его. — 1,37 ампера. Двухметровые кабели редко переваливают за 1 ампер. То есть, если у вас двухметровый кабель, то лучше взять его всего нескольких фирм. Это вот сейчас будем тестировать фирму MyGeek, Вентион, но Вентион дорого. И кроме MyGeek, значит, получается, что еще? Voxlink фирму можно взять. Voxlink хорошая фирма, хорошая упаковка, хорошее качество. Я подарил такие кабели друзьям, все рады. Моя мама счастлива иметь такой цветной красивый кабель, потому что вот, это я не знаю, цвет убогий. Итак, Вентион 2 метра, 1,4 ампера. И что у нас осталось? MyGeek. MyGeek. — 1,3 ампера. Еще не помню, тестировал я или нет короткий кабель. Тестировал, да? Ну тогда, пожалуй, все. Хотя нет, вот что еще у нас есть. У нас есть еще магнитный кабель Vscan Mini 2. Очень мощный неодимовый магнит. Технику не портит, но если это, конечно, не пленочный какой-нибудь аппарат. Или если это не дискета. Карточкам памяти абсолютно пофиг на магнитный разъем. Разъем односторонний, но его плюс в другом. Он очень компактный, он очень маленький. Входит в любой чехол. В письменном обзоре, в текстовом, я размеры его зарисую, потому что размеры мне было сложно найти. Я сомневался, что он подойдет в чехол к моему телефону. Но он подошел. Выпирает он незначительно. Сейчас покажу как. Вот, допустим, плеер FIO. Здесь коннектор выпирает буквально на 2 мм максимум. Подключается он на площадку черненькую. Топ. То есть здесь вот на коннекторе, если присмотреться, есть 3 зоны. Да что ж такое? Первая зона — это сам коннектор. Вторая зона — это металлический выступ. И третья — черный выступ. Когда подключается кабель, он подключается на черный выступ. То есть, если этот коннектор с металлическим выступом, вот этим вот средним, влез вам в телефон, в планшет, в чехол, куда угодно, значит, вы кабель подключите. Потому что кабель насаживается не на внешний объем, а на вот этот вот внутренний, на черный выступ, который, наверное, полмиллиметра максимум. Единственное, что могу сказать, вот если здесь на FIO, на телефоне у меня на Samsung Galaxy 3, на планшете Samsung Galaxy 3 10, по-моему, 10 дюймов, он входит под самый корешок, под самую шляпку, то вот здесь вот сейчас мы увидим на конкретно вот этом повербанке этой фирмы Lenovo, он почему-то влезает не полностью. Даже в колонку Xiaomi Mi U он входит хорошо, а здесь торчит. Торчит где-то на 0,8 мм. Так, и значит, осталось его протестировать.
Данный на компьютер он передает хорошо, он достаточно тонкий, тоже он в нейлоновой оплетке, длина метр. Единственное, что цена расстраивает, но плюс очень большой есть. Коннекторы продаются отдельно. Опа, все. Вскэн подключен Mini 2. Если сильно тянуть за провод, разъем теоретически можно выдернуть, вот эту вот маленькую заглушку. Но у меня такого не происходило. Я перешел сейчас вот на такие разъемы по причине того, что я очень не люблю, когда в разъем попадает пыль или другой мусор. И со временем можно расшатать разъем. А если использовать такой вот коннектор, то вы его один раз вставили, и он не расшатается, и мусор не попадет. Вдруг он выйдет из строя, но тогда его можно заменить. Какой еще минус я вижу в этих коннекторах? Наверное, не стоит кидать металлическую стружку аппарат с таким коннектором, потому что магнит очень мощный, и магнит соберет всю стружку на себя, это приведет к нежелательным последствиям. Надо следить за частотой этих контактов. Итак, передает он ток 1,63 ампера. То есть, несмотря на площадочный способ крепления контактов, то есть здесь как это происходит? Отключаем его таким изгибом, это очень легко. И здесь пины, которые имеют свой ход, то есть они могут внутрь прогибаться, прожиматься. И они подключаются вот на эту маленькую площадку. На этой площадке имеются площадки. И опа, раз, все, готово, пошла зарядка. Я рекомендую этот кабель. Единственное, что цена немножко меня смущает. Это уже не 56 рублей. Это, если я правильно помню, в районе 1000 рублей. За 2 кабеля я тогда отдал. Ладно, я приложу ссылки. В ссылках вы увидите актуальные цены, потому что цены меняются, курс доллара меняется, все это меняется. Абсолютно невозможно предсказать, какая цена будет сегодня к вечеру даже. В любом случае, всем спасибо. Я рекомендую кабели VoxLink. Это дешево и сердито. И рекомендую кабели Vscan. Это дорого и красиво. И вот такие кабели для iPhone я рекомендую тоже. Расцветок очень много. У продавца, на которого я дам ссылки на эти кабели, я покупаю уже где-то в 4-й раз примерно их. И по надежности они намного лучше, и по качеству тоже, чем те, что продаются в Москве. Потому что я, когда столкнулся с выбором проводов microUSB для iPhone на AliExpress, я понял, что очень мало людей тестируют кабели, мало людей отвечают на вопросы. Например, абсолютно невозможно найти ответ на вопрос, какой толщины вот этот коннектор. В текстовом обзоре, на который я дам ссылку, я замер этот сделаю. Вот эти коннекторы тоже немаловажно, их толщина. Потому что есть зарядное устройство на несколько USB, куда вы вставляете несколько коннекторов, вы их вставляете, а он не помещается. И это на самом деле раздражает. Вот если сравнить, например, с этим не таким уж и большим коннектором. Вот мы смотрим. Есть разница? Есть. Обалденно. Но я, конечно, не скажу, что в 2 раза, но прилично. Ладно, всем спасибо. Хорошего всем дня. До свидания.